Это история о монументальной живописи, о мозаиках, которые достались нам в наследство от эпохи. Эпохи общего труда и богатства, общих квартир и детских садов. Заводы, фермы, города были общие. А мозаики делали эти общие места личными. А для меня она началась в детском саду, таком, какие строили еще в Советском Союзе. Но ходил я в него уже в другой стране. Наверное, в жизни не случайно так устроено. Оглянувшись назад, видишь, как много маленьких кусочков собираются в большую картину. Мы пришли в мастерскую Генриха Асафова. Это эскиз большой мозаики фриза. Фриза 22-метровой, по-моему, длины. Соответственно, в масштабе рисунок, по которому потом делается картон натуральной величиной. То есть вот это 1,5 метра. Каждая клеточка полметра на полметра. Эскиз сделан, там сзади подписывает заказчик, утверждает это все. А потом делается картон вот в таких рулонах. По картону уже выкладывается плиткой, каждый квадратик отдельно. Все плиточная мозаика. Мозаика из камушков. Просто сколько работы здесь. 7 метров на 3,5. Сколько? Раз, два, три, 4. 98 квадратиков, полметра на полметра. Ну где здесь изображение? Ну это просто набор цветных камушков, которые ты должен выбрать из тех камушков, которые у тебя лежат перед тобой, наколоты заранее, и положить нужный цвет в нужном сочетании. У тебя сапог красный, например, ну смотрите, ну или он темно-красный. Смотрите, сколько есть цветов в этом красном сапоге. То есть он весь разный. И ты, выкладывая вот этот квадратик, ты должен положить именно вот сюда вот этот треугольный камушек, именно вот такой вот. Потому что ты знаешь, что у тебя там где-то носок этого сапога будет в другом квадрате, который ты выложил через неделю, там будешь выкладывать, или еще, бог знает когда. Чтобы это у тебя потом все совпало, и вот эта линия, она точно вышла бы сюда. Чтобы ты, когда отошел потом на 2, 3, 4, 5 метров, ты увидел, что да, это сапог. И да, он именно точно лежит именно в таком вот месте и в такой пропорции. Ну, то есть это работа такая, когда ты сам себе должен доверять. То есть это работа, когда ты результат видишь через год. Ты повесил, отошел и увидел результат. Вот. Тоже на эту же тему. Это художник Бронислав Курага. Его мозаика была в моем детском саду. Тоже. Только керамическая, над глазурными эмалями. В свою мастерскую в Союзе художников Бронислав Антонович ходит работать каждый день. Союз художников руководил этими всеми мастерскими. Вот и я, когда приехал, в этом фонде был заказ на оформление этого здания, а я им предложил именно эту технику. Ну, его сейчас закрасили, как раз в юбилейный год у меня было открытие выставки, и мне сообщили о том, что кто-то там решил закрасить. Закрыли. Вот, так что немножко жалко, конечно, что ее уничтожили. В поисках остатков былой роскоши мы отправились в аэропорт Вологды. При солнечной погоде вижу первый раз, вот сколько прошло времени. Я уже забыл, когда, в 80 каком-то году, в 90-м, что ли. Я поэтому надо вспоминать.
А так, тема, что гостеприимная, Вологда, я так в основу взял. Еще лет 50 простоит. У работников аэропорта был для нас сюрприз. Еще одна мозаика. Но кто автор, они не знали. И ваша? Ну, это Бронислав Шабаев. Чеканку использовал вместе с мозаикой очень часто. Автовокзал, там его мозаика. Если посмотрите, там тоже соединение разных техник. И здесь тоже металл и мозаика из керамической плитки. Бронислава Шабаева мы отыскали в деревне. Его дочь Анна тоже художник. Нашла в мастерской отца эскизы его мозаик. Сокровища. Сейчас еще принесу. И написано. Это что такое? Какой-то магазин или что-то? Посетитель? Кафе. Мы-то маленькие были, к папе все приходили. Он даже, порой и ужинать не приходит. Вот его нет, а нам то на каток надо, то еще что-нибудь. Мама нас посылает с ужином к нему, там горшочек, там молоко. Метр. Полтора, наверное. Метр на 120. Метр на 130. Это вот 87-й год, судя по надписи, которая сзади есть. И автор Малыгин и Смирнов вдвоем они делали. Это основа монументальной живописи вообще в Советском Союзе, потому что благодаря его идеям художники вообще начали заниматься монументальной живописью. Была в 1938 году опубликована беседа его с Анатолием Луначарским, беседа Ленина с Луначарским, где он приводил в пример у философов, утопистов итальянских и говорил, что в их утопических социалистических городах на стенах находятся фрески, которые пробуждают гражданское чувство и участвуют в воспитании молодого поколения. И он говорил, что с известными изменениями мы эти вещи можем применить и сейчас у нас, в нашем новом, молодом, первом в мире социалистическом реальном государстве. Я сюда приходил, и я знал, что здесь 3 росписи отцовских, и они были в плохом состоянии, все 3. Страна поменялась, люди все поменялись. Поднимаюсь наверх, смотрю, она осталась, но она осталась с огромной дыркой. Что-то надо делать, а у меня как раз пауза в работе архитектурной, я вроде вижу, что я могу сейчас этим позаниматься. И отец сейчас этим заниматься не сможет. И все просто, тут телефон на стене висит, аренда офисов. Я позвонил, мне сказали, да, вот, заходите, поговорим, и все. Весь я был в побелке, тут народ думал, что тут, какой-то, значит, маляр, шпаклевщик, чистят, понятно, что, все отвалилось. Потом, когда они увидели, что это я хочу восстановить, тут у ребят был шок, они говорят, вы что, это восстанавливать будете? Я говорю, да. А зачем? У них такое удивление было. Вот, говорю, да, совет-арт. И я и про эту роспись не могу сейчас до сих пор сказать, какого она года. Жив автор, я занимался реставрацией, я год не могу сейчас точно назвать. Я могу назвать промежуток 86-88 год примерно. В Вологодской области есть монументальная живопись, появившаяся задолго до советских мозаик. Это фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Благодаря исследованиям искусствоведов мы знаем точную дату создания фресок. Вот она сама начинается и, собственно, по всему своду идет, по всему откосу. Это говорит о том, что в лето 7010, это от Рождества Христова будет 1502 год, месяца августа в 6
на преображение Господа нашего Иисуса Христа начато быть подписываться церковь, окончено на 2-е лето месяца сентября 8 на Рождество Пресвятой Владычицы наша Богородица Мария. То есть по новому современному летоисчислению от Рождества Христова это будет с 19 августа по 21 сентября 1502 года. Вот если человек занимался иконописью, он, грубо говоря, не выращивал картошку. То есть он никогда не думал